Девушка Наталья не просто любит животных, но еще и по мере сил помогает им. Однажды она возвращалась после работы домой и услышала в кустах тихий плач. Остановившись и подойдя поближе, девушка увидела небольшого черного песика, похожего на таксу. На питомце был одет ошейник. Значит, хвостик сбежал от хозяина или его просто вышвырнули на улицу. На вид песику было около 8 месяцев, такой уже взрослый щенок. Малыш держал на весу переднюю лапку, видно, повредил где-то. А еще он дрожал от холода и заискивающе смотрел на Наталью. Девушка поняла, что такому доброму и нежному питомцу тяжело придется выживать на улице, да еще в надвигающиеся лютые морозы. Она взяла кроху на руки и понесла домой. Песик был несказанно рад и норовил лизнуть Наталье то руки, то лицо. Но девушка понимала, что не может навсегда оставить этого милого кроху. У нее дома и так обитает собака, котейка и попугай. Проблема даже не в количестве обитальцев, а в том, что Наталья вынуждена ездить в командировки. Пока она отсутствует, то за живностью присматривает соседка, а нагружать женщину еще одним питомцем Наталья не может. Девушка нашла Арчику временное жилище, но там он смог пробыть всего несколько дней. Песик постоянно скулил, и хозяева вынуждены были отдать его назад Наталье. Она снова бросилась искать передержку, но ничего не смогла найти. Пришлось ей обратиться в службу отлова и договориться, чтобы песика временно поселили в отапливаемое помещение. Арчик с радостью переселился в новое жилье. За ним здесь хорошо ухаживали, кормили регулярно, да и тепло было. Но через время пришли проверяющие и сообщили, что все собаки должны обитать в уличных вольерах. А там содержалось по 7 огромных псов, и Арчи чувствовал себя с ними некомфортно. Мало того, что малыш голодал, так как у него постоянно отбирали еду, так еще жутко мерз. Ведь на дворе стоят трескучие морозы, и температура опускается в ночное время до минус 15 градусов. Наташа очень переживала за своего подопечного. Она попросила Юлю, у которой уже жил Арчик, чтобы она снова временно приютила его. А сама Наталья занялась активными поисками постоянного хозяина такому замечательному песику.